Думаю, это был отличный бой. Угас проделал отличную работу, провел очень умный поединок. Он ни разу не позволил Мэнни захватить контроль над боем. Каждый раз, когда Мэнни напирал и выбрасывал много ударов, Угас сразу же возвращал и контратаковал. Я считаю, Угас выиграл чисто бой и заслужил победу. Пожалуй, 8-4 по раундам в его пользу. Все думают, что с Эрлом Спенсом Пакьяо пришлось бы гораздо хуже. Он встретился с меньшим злом и все равно уступил. Время Мэнни в боксе подошло к концу. Мэнни Пакьяо – легендарная личность в мире бокса. Такого, как Мэнни Пакьяо, никогда не было, и с трудом верится, что когда-то такой боксер, человек, еще появится. Мэнни – это живая легенда. Парень из нищей филиппинской семьи, в которой нет денег на то, чтобы нормально питаться, начинает заниматься боксом. Выходит в ринг в лимите первого наилегчайшего веса до 49 килограмм. Побеждает, проигрывает, зарабатывает деньги, выходит на бой за титул чемпиона мира, становится чемпионом мира, а затем поднимается в весе. Побеждает одного противника за другим, проводит свои поединки в ярком, зажигательном, веселом стиле. Быстро он собирает огромную армию фанатов по всему миру. Я помню, как в детстве ел один раз в день, а иногда спал на улице. Я никогда не забуду, что и это вдохновляет меня бороться трудолюбиво, оставаться сильным и помнить, что все люди моей страны пытаются добиться лучшего для себя. Добро пожаловать снова на канал На Связи. Большая просьба, друзья. Прежде чем начать, поддержите видос лайком и напишите свое мнение после просмотра этого видео. Приятного всем просмотра! С момента дебюта в 1995 году и до 2021 года на профессиональном ринге он провел 72 боя. Одержал 62 победы, потерпел 8 поражений, 2 боя свел в ничью. Дрался в 9 весовых категориях, в 8 становился чемпионом мира, что является абсолютным рекордом. Он дрался и в большинстве случаев побеждал многих боксеров, которые входят в зал славы бокса. К примеру, Хуан Мануэль Маркес – чемпион в 4 весовых категориях и 4 поединка с ним, которые навеки в истории спорта. Марко Антонио Баррера – 2 боя с чемпионом мира в 3 весовых категориях. Эрик Моралес – еще одна историческая трилогия с чемпионом мира в 3 весовых категориях. В мае 2011 года Пакьяо победил Шейна Мосли, также чемпиона мира в 3 весовых категориях, который 14 раз побеждал в чемпионских боях. А в декабре 2008 года Мэнни добил одну из своих самых ярких побед над золотым мальчиком Оскаром Де Ла Хойей, который становился чемпионом мира в 6 весовых категориях. Ну а в 2014 году состоялся самый прибыльный в истории бокса бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Мэнни Пакьяо. Мы все знаем пословицу: у каждого есть план, пока ты не пропустишь удар. Но с Мэнни нужно говорить иначе, покуда не разворошишь пчелиный улей, ведь Мэнни буквально везде. Когда я оцениваю бойца, то смотрю, насколько он разнообразен. И наблюдать за Мэнни словно смотреть фильм в 3D, где все стремительно летит на тебя под всеми возможными углами. Сила Мэнни – это его скоростные комбинации и мощь вместе с уникальными инстинктами, а также волей к победе. Он никогда не забывал, чего у него не было, и он дерется так, как будто продолжает искать. Сегодня я сделал большое вступление, потому как, по мне, неправильно было бы говорить о последнем бое легендарного филиппинца, не рассказав вам о всех его достижениях. Но сейчас, когда все хорошее про великого бойца сказано, можно перейти и непосредственно к бою. Лас-Вегас, США, 2021 год. Мэнни Пакьяо против Йордениса Угаса. Бой за титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе. Йорденис Угас – хороший кубинский боксер полусреднего веса. В свое время был бронзовым олимпийским призером, чемпионом мира и Америки среди любителей. С переходом в профи его дела пошли не очень гладко. По дороге к чемпионскому бою он успел получить сразу 3 поражения, причем это были не поражения лаки-панчем, а просто проигранные бои не очень уж известным и элитным боксерам. Хотя решения судей были достаточно спорными и неоднозначными.
Но несмотря на все трудности, 9 марта 2019 года он вышел в один ринг с американцем Шоном Портером и сражался за чемпионский пояс, но и в этот раз он потерпел неудачу в конкурентном противостоянии. 6 сентября 2020 года Йордэнис победил американского бойца Белли Рамуса и завоевал титул регулярного чемпиона WBA. Собственно, этот титул и был на кону в поединке с Мэнни Пакьяо. Но как большинство из вас знает, в августе этого года Пакмен должен был сразиться не с Угасом, а с другим чемпионом Эрлом Спенсом. Но у американца возникли проблемы со здоровьем, и Угас согласился выйти на бой с филиппинцем за 10 дней до самой схватки. Мэнни считали хоть и неявным, но фаворитом встречи. После стартового гонга он занял центр ринга. Филиппинец наносил больше ударов, но большинство из них приходилось в воздух. Угас же отвечал преимущество одиночными выпадами, но зато он попадал более точно. Угас умело пользовался преимуществом в антропометрии, лучше работал джебом. Картина происходящего в середине и финальных раундах мало чем отличалась от того, что было на старте поединка. Пакьяо больше бил и наседал, а Угас больше попадал. По итогам 12 раундов все три судьи единогласно присудили победу кубинцу. 115-113 и дважды 116-112. Пакмен проиграл. Все вокруг понимали, что Мэнни уже идет пятый десяток, а на родине он активно занялся политикой. И вероятность, что он решится еще раз вернуться в ринг, невелика. Андре Уорд, один из лучших боксеров прошлого десятилетия, сказал так: «Мэнни не 20 лет, и ему не 30, ему 42. Уже нельзя закрываться в лагере и спарринговать по 3 раза в день в течение 80 недель против 5-6 спарринг-партнеров, а потом выходить в ринг в 80-унцевых перчатках и драться с молодыми парнями. Это просто больше не стоит того для Мэнни Пакьяо». И спустя некоторое время легенда заявил: «Обращаюсь к величайшим фанатам и величайшему спорту. Спасибо. Спасибо за все чудесные воспоминания. Это мое самое тяжелое решение, которое я когда-либо делал, но я смирился с этим. Следуйте своим мечтам, тяжело работайте и смотрите, что произойдет. До свидания, бокс». Но позже в одном из интервью он еще более конкретно объявил: «Моя боксерская карьера, она почти закончена. Закончена, потому что я уже очень давно в боксе, и моя семья говорит, что хватит. И я продолжал выступление, потому что я увлечен этим спортом. Буду поддерживать других боксеров, чтобы у нас на Филиппинах снова были чемпионы».